Погружаясь каждый день в мир криптовалют, мне попадается очень много интересных проектов, среди которых встречаются не только какие-то забавные мем-коины, play-to-earn игры, метавселенные, но и вполне серьезные децентрализованные платформы, об одной из которых я сейчас вам и расскажу. Поэтому устраивайтесь поудобнее, так как речь сейчас пойдет о первой в Корее платформе децентрализованного кредитования под названием EcoDefi. Скажу сразу, что сам проект EcoDefi развернут на блокчейне BSC и принадлежит он компании Eco Global, которая стремится предложить всем своим пользователям такие финансовые продукты, которые были бы фактически привязаны не только к реальной экономике возобновляемой энергетики, но и еще к традиционным продуктам DeFi и NFT, что, как по мне, уже звучит крайне интересно. Тем более, что в ближайшем будущем разработчики намерены осуществить выпуск Eco-NFT, где стоимость каждого отдельного устройства возобновляемой энергии, установленного в каждой стране, сможет выступать в качестве залога и дальнейшей продажи на аукционе для обеспечения права собственности. Выражаясь простыми словами, главная цель EcoDefi – это борьба с экологической катастрофой, в том числе и с углеродным загрязнением. Полагаю, что теперь малые и крупные компании должны сами уделять этому больше внимания, а именно экологическому, социальному и корпоративному менеджменту. А чтобы данное движение распространялось как можно скорее, так как на это требуются немаленькие средства, команда разработчиков решила создать свою платформу DeFi, специализированную для бизнеса в области окружающей среды и возобновляемых источников энергии. То есть EcoDefi – это платформа, где будут представлены все те финансовые продукты, используя которые любой пользователь сможет не только инвестировать в предприятия по охране окружающей среды, но и в возобновляемые источники энергии с помощью криптовалюты. Да и вообще, чтобы развеять ваши сомнения относительно честности данного проекта, отмечу, что EcoDefi является инкубатором проекта под руководством правительства Кореи АИ Blockchain Convergence, или же сокращенно KBC, которая в свою очередь отвечает за национальные стандарты для блокчейнов в Корее, а также за обучение специалистов по теме блокчейна, проводя при этом 6-месячные курсы. Если же говорить более подробно об EcoDefi платформе, то мы увидим, что общая заблокированная стоимость TVL оценивается более чем в $2 миллиона США. Это означает, что пользователи со всего мира используют инструменты EcoDefi для диверсификации инвестиционного портфеля, получая взамен высокую годовую доходность. Как видите, сейчас пока доступно только 11 монет с абсолютно разной доходностью, выраженной в процентах APY, где вы вправе выбрать для себя максимально подходящий вариант, чтобы получить по итогу свои вознаграждения. Кстати, отмечу, что совсем скоро список монет пополнится, а именно 27 декабря к ним также будет добавлен токен JOJO, который будет также доступен, как и все другие монеты для поставки и заимствования. Так что имейте это в виду. Это что касается рынка. Но в рамках EcoDefi есть еще и стейкинг в пуле ликвидности, где, несомненно, участвует еще и сам токен управления платформ EcoDefi ECOP, который, я напомню, создан на базе Binance Smart Chain и имеет BIP20 стандарт и котируется уже на таких биржах, как L-Bank, Dcoin и Probit Global, обеспечив ликвидность которым вы имеете шанс получать весьма высокий APY. Кроме того, у него нет никакого периода блокировки, поэтому вы в любое время можете как добавить ликвидность, так и удалить ее, если вам так будет нужно. В любом случае вы получите какие-то вознаграждения. А это, я считаю, очень хорошо. Также среди пулов ликвидности есть еще и пул Wei ECOP, который был не так давно, а именно 17 декабря добавлен на платформу, и пул BNB ECOP, где доходность уже чуть ниже, но тем не менее также является весьма привлекательной. В любом случае выбор всегда остается за вами, в каком из перечисленных пулов участвовать или же не участвовать вовсе. Ведь пока платформа EcoDefi доступна в бета-версии, для того, чтобы пользователи могли с ней поближе познакомиться и протестировать ее перед основным запуском, который, кстати, назначен уже на начало 2022 года, до которого, как говорится, уже осталось совсем немного ждать. Поэтому, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылкам и знакомьтесь с EcoDefi более подробно уже и самостоятельно, потому что я уверена, что данный проект заслуживает вашего внимания, так как за ним стоит реальная компания, которая разрабатывает реальные проекты в области возобновляемой энергетики. Так, например, совсем недавно им удалось создать систему улавливания и сжигания паров бензина и паровой котел, использующий энергию природных гранул. Более того, совсем скоро они запустят свой Eco-NFT Market, где все продукты станут доступны после официального запуска самой платформы EcoDefi. Так что подписывайтесь на официальные соцсети проекта, чтобы не пропустить мимо себя такие важные новости и обновления.
А на этом мой небольшой выпуск подошел к концу. Как всегда, искренне благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до завтра. Отличного всем дня и пока-пока!